но в конце концов они возвращаются в безопасное место тем же путем. Надзиратель и начальник тюрьмы в ярости и посылают человека по имени Ямада, чтобы остановить их. Ямада пытается догнать заключенных, но у него такое же чувство направления, как у моей девушки, и он сразу же теряется, спрашивая дорогу. Тем временем заключенные продолжают свой побег без помех и вскоре сталкиваются с группой вооруженных людей. Один из заключенных, Нико, бросается на помощь другу и стреляет, но понимает, что это всего лишь транквилизатор, который на него не действует. Пока вооруженные люди ошеломлены неудачным выстрелом, Нико и его друг пользуются моментом и убегают, успешно спасаясь. Вскоре они сталкиваются лицом к лицу с группой смертоносных собак, но Нико смотрел передачу «Собачий шепот» на канале NetGeo, поэтому легко приручает их. После этого они наконец добираются до огромной железной двери, которая отделяет их от свободы, но их сердца замирают, когда они видят, что снаружи их ждет начальник тюрьмы. Они тут же бросаются на надзирателя со всей силы, но тот намного сильнее и избивает их до полусмерти, а потом снова бросает в камеру, где они гниют заживо. Удивительно, но заключенные не слишком расстроены тем, что снова оказались в камере. По сравнению с другими тюрьмами здесь хорошая еда, огромные ванны, тренажеры и почти все удобства, которые им нужны. Через некоторое время заключенный 15 Джуга снова пытается сбежать, но его быстро ловят и возвращают в камеру. Оказавшись внутри, он рассказывает остальным о таинственной горячей красотке, которую видел по пути. Эти дегенераты тут же бросаются в комнату для свиданий, но находят там только надзирателя. Они удивляются, как такой уродливый мужик может быть таким крутым. Но оказывается, что этот мужик на самом деле парень и младший брат надзирателя. Внезапно надзирателя вызывает начальство, и он уходит, а Хьюго пытается поднять младшего брата, который спрашивает, какого черта на нем бандажное снаряжение. Чуга вдруг чувствует, как внутри закипает злость. И он заявляет, что эти наручники на него надел человек с уродливым красным шрамом на шее, и единственная причина, по которой он сюда попал, это найти этого урода и отомстить. На следующий день в тюрьме Нанбака надзиратель проверяет камеру 13 и обнаруживает, что Юга нет. Естественно, он предполагает, что тот снова сбежал, но нет, Юма просто дремлет в комнате ночного дежурства. В ярости надзиратель требует объяснений, и Джуга небрежно говорит, что выбрался, потому что его сокамерники храпели. Мало того, Ямато, этот придурок, вместо того, чтобы охранять, тренировался. Заключенные так восхищаются едой, что повар, несмотря на свой внушительный вид, слышит их похвалу и в благодарность за нее выкладывает на стол торт. Наевшись сладкого, заключенные натыкаются на кубик Рубика. Джуга быстро собирает его за несколько секунд, чем всех впечатляет. Другой заключенный, не желая отставать, решает собрать еще более сложную головоломку. Он собирает ее так же легко, чем приводит соперника в бешенство. Надзиратель, уставший от их выходок, заставляет их делать мебель. Чубо жалуется, что это скучно, но надзиратель говорит ему быть похожим на Нико, который, как оказалось, сделал деревянного робота вместо мебели. Это злит надзирателя, и он избивает Нико до потери сознания. Как будто этого было недостаточно, другой заключенный вырезал из дерева горячую штучку. Теперь настала очередь Джуга. Он с гордостью показывает сделанную им мебель. Надзиратель впечатлен на целых 2 секунды, но его радость быстро улетучивается, когда Джуга нажимает на кнопку, и из мебели выезжает ящик, который бьет его прямо в лицо. Надзиратель, окончательно разочаровавшись в жизни, идет к своему помощнику, чтобы обсудить, что будет, если начальник узнает о проделках 13-й камеры. Джуга вбегает и весело говорит, что это будет очень неловко. Взбешенный надзиратель дает ему подзатыльник и велит помощнику проверить, не сбежал ли кто-нибудь из камер. Позже в поезде, который едет в штаб-квартиру, надзиратель встречается с начальником. Он проходит мимо группы сбежавших циркачей, или по крайней мере так кажется, совершенно не обращая внимания на их предупреждение о том, что начальник занят. Войдя в ее кабинет, он протягивает ей какие-то документы, не подозревая, что она тайно влюблена в него. Они случайно касаются друг друга, и она едва сдерживается, чтобы не снять трусики. Ее охранник, ничего не подозревая, нападает на начальника, думая, что тот приставал к ней, но начальник без труда отбрасывает его в сторону и возвращается к работе. После этого недоразумения начальник и охранник обсуждают заключенных, начиная с Мика 25 мая. Оказывается, Нико был арестован за употребление наркотиков, и именно поэтому он сбежал из предыдущей тюрьмы. Он ненавидит иглы. Ему делали уколы из-за аллергии на еду. В Нанбаке ему дают лекарства, поэтому он остается на месте. Проблема решена. Далее заключенный номер 69. Он попал в тюрьму за участие в беспорядках, но сбежал из предыдущей тюрьмы, потому что там была плохая еда. В Нанбаке он
он стал образцовым заключенным, потому что здесь кормят лучше. Затем заключенный номер 11, который попал в тюрьму за организацию подпольного казино. Он сбежал из предыдущей тюрьмы, потому что у него было свидание с какой-то девушкой. Наконец, Джуга, король побегов, арестованный за кражу 15 мая. Он сбежал из своей первой тюрьмы в тот же день, когда туда попал. Когда начальник спрашивает, почему он постоянно сбегает, начальник охраны невозмутимо отвечает. Он называет это своим хобби. На следующий день Ханджима останавливает его рыдающий помощник, который жалуется, что заключенные в камере 13 издеваются над ним. Ханджима говорит ему собраться с духом и перестать плакать, но помощник продолжает рассказывать о своем ужасном опыте с заключенными. Ханджима ругает его, говоря, что не нужно их бояться и что нужно дать отпор, если потребуется. Но бедняга не может перестать плакать и рассказывает, как они постоянно над ним издеваются, и он хочет уволиться с работы. Хаджим говорит, что увольнение – это не выход, и ты должен гордиться тем, что работаешь охранником в тюрьме. Он говорит, что если помощник может здесь работать, то он может делать все, что угодно. Затем Хаджим предлагает использовать слабости заключенных против них. Он начинает с заключенного номер 11, чья главная слабость – красивые женщины. Чтобы занять его, нужно дать ему журнал с красивыми женщинами. Что касается заключенного номер 69, Рока, который помешан на еде и драках, нужно составить для него интересное меню. Для заключенного номер 25, Нико, с которым проще всего, нужно дать ему посмотреть аниме. Наконец, заключенный номер 15, Юга, самый сложный, потому что побег из тюрьмы – его единственное хобби. Чтобы держать Юга под контролем, нужно внимательно следить за остальными заключенными. После долгого урока о том, как контролировать заключенных, Хаджим возвращается к работе. Он встречается с начальником тюрьмы, который сообщает ему о новом заключенном и просит поместить его в камеру номер 13. Они обсуждают, какое влияние этот новый заключенный может оказать на остальных, учитывая, что Цукума уже был в тюрьме и сбегал оттуда. Когда Хаджим выходит из кабинета начальника тюрьмы, он встречает своего помощника, который взволнованно рассказывает, как ему удалось занять заключенных, следуя совету Ходжуна. Затем Хаджим рассказывает ему о новом заключенном, и вскоре заключенные в камере номер 13 узнают о новичке и гадают, кто будет их новым сокамерником. В этот момент в стиле ниндзя появляется Цукума, вызывая у заключенных восторг. Все, кроме Юга, восхищаются его трюками и приветствуют его. Однако Юга утверждает, что это все обман. В ответ Цукума рассказывает о своей тактике побега, но Джуга по-прежнему ему не верит. Тогда Цукума предлагает Джуга посоревноваться в побегах из тюрьмы, чтобы доказать свои навыки и победить его. Разозлившись, Джуга швыряет его на землю, но соглашается на соревнование. Позже, когда помощник проверяет заключенных, они холодно игнорируют его, и он снова бежит жаловаться Хадзиме. Тем временем Джуга и Цукума начинают соревноваться, и Цукума следует за Джуга, называя это техникой ниндзя-тени. Остальные заключенные собираются посмотреть и подбадривают их. Джуга начинает с того, что взламывает замки на воротах и бросает карточку, чтобы отключить лазерные ловушки, а Цукума просто идет за ним, как глупый щенок. Вскоре они встречаются лицом к лицу с Хадзиме. Цукума пытается продемонстрировать свои крутые навыки ниндзя, но Хадзиме легко с ним справляется, просто бьет его и отбрасывает в сторону, как таракана. Цукума не сдается и пробует еще несколько бесполезных приемов, бросая листья и клинки ниндзя, но делает это неуклюже. Он сам попадает в ловушку своими глупыми приемами ниндзя. Позже Хадзиме и помощник просматривают записи с камер наблюдения и обнаруживают, что Цукума каким-то образом нашел все скрытые камеры и специально позировал перед каждой из них. Хадзиме решает перевести этого надоедливого парня в камеру номер 11 и покончить с ним. На следующий день Ямато взламывает камеру номер 13 и объявляет заключенным, что завтра канун Нового года, и им нужно будет украсить и убрать камеры. Что, конечно же, должны сделать заключенные. Тем временем Хадзиме идет в кабинет начальника тюрьмы, чтобы убраться там, и начальник не может удержаться, чтобы не полюбоваться им с восхищением со своего места. Позже она обсуждает с начальниками предстоящий новогодний турнир в тюрьме Намба, где они бросают вызов Хаджиму, утверждая, что его победа в прошлом году была случайностью. В тюрьме заключенные из камеры 13 вспоминают события прошлого года, радуются воспоминаниям и решают сбежать из тюрьмы, чтобы отметить начало Нового года. На следующий день все собираются, чтобы услышать о предстоящем новогоднем турнире. Один из начальников зачитывает имена участников и объясняет правила. Заключенные охранники из каждого корпуса делятся на команды, и каждый участник победившей команды получает щедрое вознаграждение. Охранники получают премии, а каждый заключенный из победившей команды выбирает себе подарок. Услышав это, заключенные из камеры 13 подбегают к Хаджину и умоляют взять их в свою команду. Однако помощник сообщает им, что это решение принимает начальник тюрьмы. К счастью для них, начальник тюрьмы Момока злоупотребляет своей властью и записывает заключенных из камеры 13 на турнир. Один из охранников со своей командой подходит к Хаджиму и насмехается над ним за то, что он связался с заключенными из камеры 13. Приходят остальные охранники, и они начинают бессмысленное соревнование, кто из них лучше. Эта чепуха продолжается какое-то время, развлекая заключенных. Вскоре объявляется первое состязание, и комментатор сообщает, что это конкурс каллиграфии. Услышав это, заключенные приходят в ужас и обращаются к Юго, надеясь, что он поможет им пройти
в следующий тур. Юга достает кисть и начинает рисовать, но они быстро понимают, насколько он плох в этом. Они с позором понимают, что Дзюба хорош только в побегах из тюрьмы и больше ни в чем. К счастью, охранники Ямато и Аджим впечатляют всех своими навыками каллиграфии. Заключенные с восхищением смотрят, как надзиратель сообщает им, что оба охранника лицензированные каллиграфы. Благодаря генеральному директору команда проходит в следующий раунд и одерживает первую победу в 13-й камере. Смотритель наблюдает за происходящим сверху и умиляется, желая, чтобы Хаджин написала свое имя. Объявляется второе соревнование. Конкурс по изготовлению моти и дарюмы, что бы это ни значило. Очевидно, команда должна сделать моти, не уронив дарюму. Это испытание на силу и выносливость. Ямато приносит огромный молот и отдает его Дзюго, который тут же роняет его, не в силах удержать. Но Року удается поднять его и вместе с Ямато принять участие в конкурсе. Ямато говорит ему охранять их дарюму, пока он будет колотить. Року сталкивается с Лянгом, бывшим сокамерником из 5-го корпуса, который хочет отомстить. Лян появляется из ниоткуда и яростно сбивает один из блоков, шокируя Року. Они оскорбляют друг друга и начинают драться. Лян ломает свой молот и нападает на Року, а Ямато сталкивается с уродливым, но сильным противником. Противник бросается на Ямато со всей силы, а Лян яростно атакует Року, объясняя, что он давно проиграл Року и с тех пор тренируется, чтобы победить его. Но Року занят мечтами о каменной печи, которую он попросит в качестве приза, если выиграет турнир, и всех сбивает с толку. Они не понимают, зачем ему такая бесполезная вещь, когда он может получить практически все. После недолгой борьбы Рок Нокс вырубает противника одним ударом и в одиночку выбивает его из турнира. Вдохновившись этим, Ямато переходит в наступление и тоже побеждает одним ударом, отправив противника в нокаут. Так, 13-я ячейка побеждает в этом раунде и проходит дальше. Следующее состязание – карточная игра под названием Хакунан, в которой юный наблюдатель Сёа представляют 13-ю ячейку. Когда начинается матч, Сёа задается вопросом, справится ли Уна сам или ему стоит еще раз объяснить правила. Матч начинается, и Сёа сталкивается с противником, который явно его недооценивает. Сёа мгновенно выигрывает матч, и его противник в шоке смотрит на него. Теперь очередь Уна, и он, кажется, не справляется с соперником. Он пытается, но не может угнаться за ним и его товарищем по команде. Они смеются над ним за медлительность, но внезапно Уна приходит в голову идея. Когда лидер другой команды насмехается над Уна за то, что он все еще не может выиграть и собирается жульничать, Джуга говорит парню, что Уна гений, и ему не нужно жульничать, чтобы победить. Как только он это говорит, Уна быстро меняет тактику и побеждает противника, читая язык его тела. Друг противника вступает в бой с Юна, но Муно снова всех удивляет, побеждая его с помощью той же техники чтения языка тела. Противники очень злятся, и у одного из них волосы начинают превращаться в стрелы. Его друг пытается его успокоить, но Уна снова побеждает их, и его команда проходит в следующий раунд. Тем временем Нико встречает кого-то, кто, кажется, парит в воздухе, пока он достает лекарство. Он в панике бежит обратно к остальным, оставив лекарство, и рассказывает Хаджиму о случившемся, но тот ему не верит. Объявляется третий этап – битва на крутящихся волчках, похожих на бейблейды, только огромных размеров. Команды должны запустить волчки в центре арены и выбить волчок противника. Комментатор объявляет оставшиеся команды и их соперников, отпускает язвительные замечания и оскорбляет всех. Участники соревнований в ярости и готовы сразиться с соперниками. В этот момент комментатор объявляет о новом дуэте, и Мика сразу узнает в одном из них парня-невидимку. Он дергает Хаджина за рубашку, призывая посмотреть. Нико вскакивает с места и случайно толкает Хаджина на пол, прося всех внимательно следить за парнем-невидимкой. Хаджин злится, быстро встает и бьет Нико по голове за его безрассудное поведение. В итоге Хаджин и Нико вынуждены сражаться с соперниками. Матч начинается, и соперники сразу нападают на Хаджина, зная, что он сильнее. Нико злится и бьет их железным шаром, ругая за то, что они напали вдвоем на одного, и продолжает читать им нотации. Он снова приходит в восторг, когда один из соперников, тот, что в очках, забирается на стену и решает вздремнуть. Нико сражается с парнем-невидимкой и умоляет научить его летать. Нико не сдается и продолжает приставать к нему, называя его мастером. В конце концов, парень-невидимка устает и предлагает Нико стать его учеником, если тот победит. Нико радуется, вскакивает и готов показать себя. Тем временем Хаджим сражается с парнем-обезьяной, и их бой продолжается уже некоторое время. Смотритель внимательно наблюдает за ними, мечтая оказаться на месте Хаджима и снова побороться с ним. Хаджим бросает противника на землю и приближается к нему, но парень в воздухе атакует его сзади, как Гоку. Нико впечатлен своим будущим наставником и стоит, разинув рот. Даже после того, как Хаджим отбрасывает противника в сторону, Нико продолжает восхищаться его мастерством, раздражая своих товарищей по команде. Нико умоляет парня в воздухе научить его этому приему и демонстрирует, как он сам использовал технику, которую Лян применил против Рока.
Парень в воздухе впечатлен тем, что Нико смог скопировать и усовершенствовать технику, просто понаблюдав за ней несколько секунд. Джу и остальные обсуждают безумную способность Нико идеально имитировать что-то, если ему это нравится. Нико и парень в воздухе продолжают нападать друг на друга, но Нико в конце концов сбивает его с ног и снова просит стать его учеником. Друг парня в воздухе, который сидит наверху, говорит Мика, что на самом деле это парень в воздухе должен стать учеником Мика, потому что он участвовал в турнире только для того, чтобы найти достойного мастера. Мика радуется, прыгает и просит, чтобы ее выбрали в наставники. Затем он говорит, что если выиграет турнир, то попросит игровую приставку, и все удивляются его глупости. Друг парня в воздухе злится и отбрасывает его в сторону, называя мелочным и незрелым. Тем временем Хаджим продолжает сражаться с парнем-обезьяной, который не перестает пререкаться. Обезьяна обвиняет Хаджима в том, что тот что-то скрывает от заключенных из камеры номер 13, и утверждает, что Хаджим солгал начальнику тюрьмы, когда сказал, что у него нет проблем с этой камерой. Хаджим злится, хватает его за шиворот и отбрасывает в сторону, чем отвлекает другие команды, и они нападают друг на друга. Хаджим продолжает безжалостно избивать обезьяну, а начальник тюрьмы фантазирует о романтических сценах с ним. Битва продолжается, а Нико все еще пытается убедить летающего парня взять его в ученики. Тем временем Хаджин бросает свой топ в противника и выигрывает бой, а Нико побеждает, повторяя движение Юпы. Так, камера номер 13 побеждает в этом раунде и выходит в финал, а Нико падает без сил в объятия Аджина. Пока все готовятся к финальному раунду, начальник тюрьмы запирается в своем кабинете, тайком читая книгу и краснея. Врывается один из ее охранников и просит ее подготовиться к наблюдению за соревнованиями, выхватывая книгу из ее рук. Он удивлен, увидев, что в ней рецепты десертов и закусок. Она быстро забирает книгу обратно, прижимая ее к груди, и говорит, что просто читала ее, потому что ей больше нечем было заняться. Но на самом деле она училась воплощать свои несбыточные мечты. Вскоре она надевает маску холодной властности и вместе с охранником отправляется на турнир. По дороге они обсуждают предыдущие раунды и то, как Хаджим обеспечил себе победу, предполагая, что в этом году может произойти то же самое. Но начальник тюрьмы прерывает его, заявляя, что весь смысл турнира в том, чтобы показать силу охранников и напомнить заключенным об их месте, держа их под контролем. Охранник подшучивает над ней по поводу спортзала, и она злится, подбрасывает его в воздух и гонится за ним. Тем временем парень-обезьяна и еще один проигравший участник турнира лежат в больнице и обсуждают свое поражение. Другой заключенный упоминает парня по имени Кай, который может приготовить любые лекарства и снадобья. Парень-обезьяна вспоминает свой бой с Хайджуном и удивляется, как Хайджун смог победить его так легко. Внезапно парень-обезьяна вспоминает, что Кай предлагал ему обезболивающее, которое можно использовать против Хайджуна и Нико. Но оно не сработало, потому что, по словам Кая, Нико раньше был слишком зависим от наркотиков, и у него выработался иммунитет. Ведущий турнира объявляет следующее состязание и удивляется, почему у одного из участников идет кровь. Он не знает, что тот недавно подрался с надзирателем. Надзиратель поздравляет финалистов и объявляет последнее состязание – вскрытие бочки с саке. Цель – открыть гигантскую бочку с саке. Это командное состязание. В каждой команде по одному охраннику и одному заключенному. Джубу буквально заставили участвовать его сокамерники, а Хаджима записал на турнир Ямато. Но другой охранник не одобряет это и предлагает Хаджиме поучаствовать вместо него. Хаджима отказывается, говоря, что он слишком устал после прошлой ночи. Услышав это, надзиратель краснеет и снова погружается в свои фантазии о Хаджиме, восхищаясь его телосложением. Хаджима все еще отказывается участвовать, и другой охранник просит надзирателя заставить его. Она смотрит на него своим знаменитым убийственным взглядом, но в душе визжит от восторга, предвкушая выступление Хаджимы. Не выдержав ее взгляда, Хаджима неохотно соглашается участвовать. Беловолосый охранник, разозленный тем, что Хаджима так легко поддался уговорам надзирателя, начинает подозревать, что Хаджима пытается завоевать ее расположение. Он приходит в ярость, не подозревая об истинных чувствах надзирателя. Тем временем Юга потрясен, когда видит своего противника в бывшей камере, одержимого идеей заполучить кандалы Юга. Что бы ни случилось, поединок начинается, и все занимают свои места. Юга сразу же останавливает его противник с оранжевыми волосами, который наносит ему удар. Юга в ярости поднимается и снова бросается на него. Все недоумевают, почему этот парень закрыл глаза. Тем временем Хаджим пытается уйти, но противник тянет его обратно в бой. Устав от этого, Хаджим говорит, что он может забрать титул, потому что ему это не интересно. Противник считает, что надзиратель полюбит его только если он победит Хаджима на турнире. Затем противник валит Хаджима на землю, используя веревку, но Хаджим встает на ноги и бросается на него. Он достает пистолет и направляет его на парня, заявляя, что ему неинтересно побеждать. Тем временем Джамбо пытается отбиться от своего противника и требует от него ответов. Хаджим достает еще один пистолет и
стреляет в противника резиновыми пулями. Парень в шоке, что Хаджим вооружен. Он не замечает коробку с надписью «Угощайся», в которой лежат полезные для турнира предметы. Комментатор открывает коробку и объявляет, что любой из команд может использовать ее содержимое для боя. Беловолосый парень в ярости от этого нововведения, и Хаджим пользуется этим, стреляя в него резиновыми пулями. Когда парень приближается, надзиратель краснеет и радуется, как влюбленный подросток, который без ума от Хаджима. Бой продолжается, обе стороны используют разное оружие, но Хаджим остается в выигрыше. Все ожидают, что он легко победит, но больше беспокоится Юга, который сражается с противником. Враг Джуга насмехается над ним, называя его бесполезным, в то время как сам Джуга снимает маску и показывает шрамы на лице. Тем временем Хан Джун избивает своего противника, похожего на свинью, но тот упрямо поднимается на ноги, отчаянно пытаясь произвести впечатление на надзирателя. Он оглядывается на надзирателя, надеясь, что она увидит в нем мужчину, если он победит Хаджима. Парень, похожий на свинью, использует невидимую технику, и ему удается сбить Джуга с ног. Зрители с интересом наблюдают за этим новым поворотом, а парень-обезьяна, сидящий на трибунах, понимает, что противник размахивает кнутом с невероятной скоростью, и его почти невозможно заметить и уклониться от ударов. Тем временем Джуга избивают до полусмерти, его череп почти проломлен. Противник прижимает его к стене, угрожая забрать его кандалы. Хаджим анализирует ситуацию издалека, думая, как вмешаться. Беловолосый парень продолжает использовать свою невидимую технику с кнутом, но Хаджим, которому это надоело, считывает язык его тела и наносит точные удары, которые вырубают его. Толпа приветствует Хаджима, а надзиратель особенно рада. Тем временем Джуга продолжает бороться с рыжеволосым парнем, который требует, чтобы Джуга снял кандалы. Джуга отвечает, что на Востоке это почти невозможно, и он уже много раз пытался. Рыжеволосый парень смеется и говорит, что единственный, кто может снять кандалы, это человек со шрамами. При упоминании об этом Джуга напрягается. Человек со шрамами на шее – тот, кто надел на Джуга кандалы, и с тех пор он не может их снять. В ярости Джуга впадает в слепую ярость и начинает неистово бить кулаками. Рыжеволосый парень использует огненную атаку, и все с нетерпением ждут продолжения. Джуга, лежащий на земле, собирает всю свою волю в кулак и поднимается, освобождаясь от камней, которые придавливали его к земле, и высвобождает мощную ауру. Рыжеволосый парень спрашивает, почему Джуга так решительно настроен найти человека со шрамами. Джуга называет этого человека уродом за то, что тот изуродовал его тело и заковал в кандалы, и обещает, что никогда не простит его и уничтожит, как только представится возможность. Пока идет турнир, Цукома сидит в своей камере, когда к нему приходит Ямато, чтобы отвезти в комнату для посетителей, прежде чем вернуться на турнир. Цукома удивлен, что к нему пришел посетитель, особенно тот, кто так рад его видеть. Однако, когда Цукома видит посетителя, он пытается уйти, но мужчина останавливает его и спрашивает, как у него дела. Цукома садится и спрашивает, как посетитель его нашел. Мужчина смеется и говорит, что это было несложно, потому что он менеджер Цукома. Он узнал, что Цукома тайно арестовали и перевели, но чтобы скрыть это, он придумал историю о том, что Цукома пропал и обманул всех. Цукома говорит, что его нужно уволить за это, но менеджер отказывается, настаивая на том, что Цукома не должен сидеть в тюрьме. Затем менеджер воодушевляется и говорит, что когда Цукома выйдет, он привлечет много внимания и получит много предложений о работе, ведь все думают, что он пропал. Однако Цукома говорит, что не будет лгать всему миру, и что он больше не хочет быть звездой, и предлагает менеджеру найти кого-нибудь другого. Менеджер злится, говорит, что было трудно его найти, и что ему нужно, чтобы Цукома снова начал работать как можно скорее. Тем временем Юга, который только что сбежал с турнира, встречает милого черного котенка и поднимает его на руки, шутя, что это единственный охранник, с которым он не смог справиться. Он слышит голос Сукома и пробирается в комнату, чтобы подслушать, как Сукома разговаривает со своим менеджером. Сукома в ярости обвиняет менеджера и всех остальных в том, что они похитители и обманщики, и говорит, что это они должны сидеть в тюрьме, а не он. Он обвиняет менеджера в том, что тот помогает режиссеру, который украл его жизнь. Этим режиссером на самом деле была мать Сукома, которую он глубоко презирал. Сукома вспоминает свое прошлое. Его мать хотела снять фильм о ниндзя, но менеджер сомневался, потому что фильмов о ниндзя и так было много. Но она настаивала, что сделает его особенным, потому что в главной роли будет настоящий ниндзя, а не актер. Она увела Сукома глубоко в лес, чтобы найти настоящих ниндзя, и в конце концов нашла следы их присутствия. Оказалось, что юный Сукома тренировался в тайне, чтобы стать воином шиноби и защищать себя. Когда его мать и менеджер подошли к нему, они спросили, где остальные воины, но Сукома отказался отвечать. Маленький Сукома заплакал и сказал, что он еще не шиноби и что остальные его бросили. Он тренировался в горах, чтобы стать сильнее и однажды вернуться к другим воинам. Его мать пыталась утешить его, но он оттолкнул ее руки и отпрыгнул назад. Вместо того, чтобы расстроиться, она спросила, как давно он ушел из деревни. Он сказал, что его родители уехали так давно, что он почти их не помнит и думает, что они уехали, потому что он был бесполезен. Он поклялся стать сильнее, чтобы однажды найти своих родителей. В этот момент его мама обняла его и со слезами на глазах призналась, что она
она на самом деле его мама. Сукома поверил ей, особенно когда она пообещала больше никогда его не бросать и подарила ему шарф. Но это была ложь, она просто хотела использовать его, чтобы воплотить в жизнь свое эгоистичное желание снять фильм про ниндзя. Желая угодить ей, Сукому усердно тренировался, чтобы стать не шиноби, а актером. Его мать продолжала этот обман, готовила его к карьере актера, и теперь, когда Сукома знает правду, он ее ненавидит. Менеджер спрашивает, какая разница, солгала она или нет. Сукома наслаждался славой и успехом. Он должен быть благодарен ей за то, что она его вырастила, возражает менеджер, но Сукома отказывается, говоря, что лучше бы он стал шиноби. Менеджер отвечает, что Сукома никогда не был хорош в этом, но у него был природный талант к актерству, что режиссер сразу заметил. Она взяла его к себе, чтобы сделать звездой. Менеджер продолжает, говоря, что Сукома должен быть благодарен за свою жизнь, деньги, славу, роскошь, но Сукома отказывается, говоря, что ему и в тюрьме хорошо. Разозлившись, он выбегает и видит Джуга, который сидит на улице с котенком. Джуга извиняется за то, что подслушивал, и подшучивает над ним из-за того, что он снял маску шиноби. Затем Джуга спрашивает Сукома, кто он на самом деле. Сукома признается, что ему нравилось играть, притворяться кем-то другим, сделало его популярным и привлекательным, но не тем, кем он был на самом деле. Он продолжает гладить котенка, объясняя, что настоящий герой был всего лишь инструментом для удовлетворения зрительских фантазий, и он не мог соответствовать этому образу. Как только он это понял, он сбежал и с тех пор пытается выжить. Оказалось, что его навыки ниндзя бесполезны, и другие заключенные это быстро поняли, но он был неплохим актером, поэтому какое-то время ему удавалось притворяться. Затем Сакома рассказывает Джуга настоящую причину, по которой его арестовали. После побега он вернулся в деревню, чтобы продолжить тренировки шиноби и найти остальных, но забрел на частную территорию и был арестован за вторжение. Он думал, что играть роль сбежавшего заключенного будет весело, но это привело его в тюрьму Нанбака. Джуга находит эту историю одновременно смешной и глупой. Джуга спрашивает Сакома, собирается ли он скоро уходить, но Сакома отвечает, что ему здесь комфортно, или он может быть самим собой. Джуга дает ему совет, говоря, что ему не нужно притворяться кем-то другим в тюрьме, и что здесь он может быть самим собой. На турнире Джуга приходит в ярость, когда слышит о человеке со шрамами, который заковал его в кандалы. Его ярость вызывает трансформацию, кандалы сливаются с его телом, и он нападает на рыжеволосого парня, разрушая при этом половину арены. Но рыжеволосого парня нигде нет. Начальник тюрьмы приказывает устранить последствия, пока все в панике разбегаются. Люди ошеломлены внезапной трансформацией Джуга и разрушениями, которые он устроил. Джуга, еще больше разозлившись, снова нападает на рыжеволосого парня, который каким-то образом умудряется устоять и дать отпор. Начальник тюрьмы задается вопросом, связана ли трансформация Джуга с кандалами, предполагая, что они могут превращать его в нечеловека. Не зная, как поступить в этой ситуации, она приказывает охранникам схватить обоих заключенных. Хаджим и остальные бросаются выполнять приказ, но рыжеволосый парень бросает в них огненный шар и продолжает сражаться с Джуга. Джуга требует, чтобы рыжеволосый парень рассказал ему о человеке со шрамом, угрожая выколоть ему глаза, как он сделал раньше. Но рыжеволосый парень игнорирует его, говоря, что больше не будет так беспечен, и они продолжают сражаться. Он заключает Хьюга в огненное кольцо, угрожая сжечь его заживо, чтобы наконец избавиться от его оков. Надзирательница приказывает всем покинуть арену, так как бой становится все опаснее. Однако Луна и другие заключенные из камеры 13 отказываются уходить, прячась неподалеку, беспокоясь за Джуга. Ямато говорит им, что Джуга грозит серьезная опасность из-за нападения на охранников и других заключенных. Они с тревогой наблюдают за происходящим, гадая, чем они могут помочь. Пока идет бой, вмешивается еще один охранник, требуя, чтобы оба заключенных сдались, но рыжеволосый парень называет его идиотом и велит заткнуться. Он запускает огромный огненный шар в охранника, но другие охранники объединяют усилия, чтобы отразить атаку. Охранники дерутся между собой, но им удается продвинуться вперед, чтобы схватить заключенных. Они объединяются, окружая рыжеволосого парня. Когда он снова атакует огнем, охранники снова отражают его атаку, отмечая, что ему нужно время, чтобы восстановиться между выстрелами. Когда он снова атакует, парень-обезьяна ловит его в ловушку, и охранники объединяют свое оружие, чтобы наконец его обездвижить. Теперь Джуга остался один. Хаджин стреляет в него, но пули не причиняют Джуга вреда. Они сражаются на равных. Не в силах смотреть, как его друг в опасности, Луна спрыгивает со своего укрытия и бежит в бой. Остальные присоединяются к нему, пытаясь усмирить Юга. Рок хватает Юга, а остальные пытаются его успокоить. Юга вырывается и отбрасывает их в сторону, продолжая спрашивать, где тот охранник со шрамом. Его друзья в замешательстве, не понимают, о ком говорит Юга, но продолжают его удерживать. Юга снова вырывается и отталкивает их, а Уна просит его прийти в себя и вспомнить, кто он такой. В этот момент вмешивается Хаджиме, спасая Уна и приказывая ему отойти. Он бьет Юга в живот, отчего тот падает, истекая кровью.
Хаджиме не останавливается, нанося удар за ударом. Юна стоит рядом, не в силах помочь. Вдруг надзирательница кричит на Хаджиме, чтобы он остановился, и он тут же отпускает Юга. Она приказывает охранникам вызвать медиков и объявляет, что новогодний турнир официально завершен. Через несколько дней Хаджиме ругают за то, что он переборщил и слишком сильно избил Юга, хотя приказ был только задержать его. Хаджиме отмахивается, говоря, что все преувеличивают, но его обвиняют в том, что он довел Юга до критического состояния и испортил турнир. После очередного выговора Хаджиме пожимает плечами и возвращается в здание 13. Что произошло в конце турнира, так это то, что когда надзирательница объявила об окончании, Ямато и Хаджиме просто открыли бутылку саке, объявив себя победителями, чем всех шокировали. Когда Хаджиме вернулся в 13-й корпус, Муно в гневе набросился на него с обвинениями, требуя объяснить, о чем он думал, когда так сильно избил Юга. Все были в ярости на Хаджиме, особенно Уна. Они долго смотрят друг на друга, и Муно обвиняет Хаджима в том, что тот готов убивать ради своей работы. Хаджим признает, что это правда, но также говорит, что на этот раз он зашел слишком далеко. Услышав это, Уна немного успокаивается и говорит Хаджиму, что хотя Юга не очень хорош в таких вещах, как каллиграфия, математика и спорт, он отлично умеет сбегать из тюрьмы. Это единственное, в чем он преуспел. Они вспоминают о Юга с теплотой и говорят, что он не монстр и что он действительно заботится о них. Они спрашивают Хаджима, где Юга, но он уходит, не ответив. Выйдя на улицу, Хаджим садится отдохнуть, и тут к нему подходит один из охранников и передает личное сообщение от начальника тюрьмы. Охранник читает вслух: Хаджим из корпуса 13 отстранен от работы на 3 дня. Охранник смеется над ним, а Хаджим стыдливо опускает голову. Тем временем начальник тюрьмы плачет в своем кабинете, не желая отстранять Хаджима, но делает это по долгу службы. Через 3 дня Хаджим возвращается на работу и спрашивает своего помощника, не было ли проблем с заключенными из корпуса 13. Помощник отвечает, что, как ни странно, заключенные вели себя очень хорошо в его отсутствие, даже не пытались сбежать. Для них планка была установлена очень низко. Когда Хаджун идет дальше, к нему подходит беловолосый охранник и сообщает, что Юга очнулся. Хаджун отвечает, что как раз собирался к нему. Они обмениваются взглядами, обвиняя друг друга в том, что позволили своим заключенным разгуляться и устроить беспорядки. Хаджин отмечает, что рыжеволосый парень устроил гораздо больше разрушений своими огненными атаками, чем Юга. Другой охранник сообщает Хаджину, что рыжеволосого заключенного перевели в другое здание и заковали в цепи. Он отказывается говорить, пока не поговорит с Джуга. Хаджин усмехается, говоря, что рыжеволосого парня явно интересует что-то другое, а не дружеская беседа. Но охранники объясняют, что если позволить им поговорить, то они смогут узнать, откуда у них такая сила. Один из охранников протягивает Хаджиму свой телефон, предлагая хотя бы дать заключенным поговорить по телефону. Хаджин насмехается над охранником, который выполняет приказы заключенных, но тот настаивает, что у них нет выбора, если они хотят получить больше информации. Оба заключенных слишком опасны, чтобы их игнорировать. Позже беловолосый охранник приходит к своему заключенному и спрашивает, удобно ли ему в камере. Заключенный отвечает, что если бы было темнее, он бы пожаловался. Охранник, озадаченный, спрашивает, откуда он это знает, если не видит. Заключенный просто говорит, что это его предположение, и просит позвать Джуга. Тем временем Джуга находится в похожей ситуации, и Хаджин идет к нему. Хаджин кладет телефон на пол перед Джуга и выключает камеру наблюдения, спрашивая, хочет ли Хьюга освободиться от цепей. Это привлекает внимание Джуга, который до этого молчал. Джуга отвечает, что в этом нет необходимости. Хаджин включает телефон и сообщает Джуга, что рыжеволосый заключенный на другой линии. Рыжеволосый парень начинает говорить о человеке со шрамами, рассказывая, что он тоже его ищет. Он хотел узнать, что Джуга известно о человеке со шрамами, прежде чем сделать следующий шаг. Он спрашивает Джуга, знает ли тот, где сейчас этот человек и чем он занимается. Джуга стискивает зубы и признается, что не знает, надеясь, что рыжий парень расскажет ему об этом. Джуга объясняет, что человека со шрамами зовут Чуга, но больше он ничего о нем не знает. Рыжий парень спрашивает, неужели единственная цель Джуга – снять с него кандалы. Джуга подтверждает это, но рыжий заключенный не верит ему и громко смеется. Чуга, расстроенный, спрашивает, почему рыжий парень так одержим его кандалами. Рыжий заключенный объясняет, что кандалы для него не так уж важны, это просто средство для достижения цели. Они помогли бы ему подобраться к человеку со шрамами, чтобы он наконец смог его убить. Потрясенный Джуга спрашивает, зачем ему идти на такие крайности. Рыжий заключенный продолжает, объясняя, что, как и Джуга, он был вынужден страдать из-за человека со шрамами, но гораздо дольше. Этот человек превратил их обоих в монстров. Но рыжий заключенный терпел это гораздо дольше. Он продолжает описывать, как сильно страдал, пытаясь понять свою силу. Однажды появился человек со шрамом и представился ученым. Ученый пообещал избавить рыжего заключенного от страданий,
но все оказалось совсем не так. Вместо этого ученый использовал его тело и уникальные способности для своих экспериментов. Джуга, растерянный, спрашивает, как это возможно, ведь его огненные способности кажутся чем-то за гранью науки. Рыжий заключенный возражает, говоря Джуга, что его собственные кандалы тоже за гранью науки. Продолжает он, объясняя, что хотя его когда-то считали уродом из-за его странных способностей, ученый превратил его в настоящего монстра. Этот человек модифицировал его, чтобы контролировать его способность стрелять, вместо того, чтобы вылечить его и превратить в нормального человека. В приступе ярости и разочарования заключенный с оранжевыми волосами попытался убить ученого своим пламенем, но мужчина с легкостью прорвался сквозь огонь и тяжело ранил его. В ответ. Затем Юга спрашивает, были ли у человека со шрамами безумного ученого такие же кандалы, как у него. Заключенный с оранжевыми волосами подтверждает это, говоря, что кандалы ученого превратились в лезвие точно так же, как у Юга. Разъяренный, Юга наконец-то понимает, зачем парню с оранжевыми волосами нужны его кандалы. Так он сможет сравняться в силе с ученым и убить его. Заключенный с оранжевыми волосами подтверждает это, еще раз попросив у Юга кандалы. Но Юга отказывается, говоря ему, что это плохая идея. Однако заключенному все равно, пока это дает ему шанс отомстить. Затем он рассказывает, что больше не может использовать свой огонь, потому что здешние врачи имплантировали ему что-то вроде компьютерного чипа, который подавляет его силу. Вот почему он не может использовать свой огонь, чтобы сбежать из тюрьмы Мамба, и на данный момент он застрял там. После окончания разговора Джуга называет парня с оранжевыми волосами идиотом, но Хадзими вмешивается, говоря, что Джуга еще хуже. Он говорит Джуга, что внутри у него пустота, у него нет настоящей цели в жизни. Увлечение побегами из тюрем бессмысленно. Продолжает Хаджин, указывая, что если бы у Хьюга было какое-то реальное желание или мотив, он бы понял, почему парень с оранжевыми волосами рассказал ему свою историю. Даже если сейчас это кажется бессмысленным. Когда Джуда впервые попал в Намбу, у него была цель сбежать. Но он так и не смог полностью посвятить себя этому и остаться на свободе, потому что боялся, что будет, если он действительно сбежит. Поэтому он продолжал попытки вырваться. Джуба пытается возразить, но Наджим говорит ему, что в глубине души он боится. Он знает, что приближается к своей цели, ученому, и если бы он действительно хотел его найти, то уже что-нибудь выяснил бы. Джуба соглашается, проклиная свои оковы, и начинает вспоминать свое детство. Тогда он ни к чему не стремился, просто существовал. Он понимает, что ему было все равно на турнир, и он участвовал в нем только потому, что остальные участвовали. У него никогда не было настоящих интересов или хобби. Но когда на него впервые надели оковы, у него появился мотив – найти ученого. Но это было до того, как он понял, что такое оковы и какая у них сила. Затем он думает о своих друзьях и их целях. Они наслаждаются даже самыми простыми вещами и видят смысл в своей жизни. Джуга признается, что завидует им, но несмотря на это, ему было весело с ними. Поэтому он никогда особо не старался сбежать. Теперь он боится, что друзья отвернутся от него, увидев, каким чудовищем он стал. Он сожалеет, что причинил им боль, и даже думает о том, чтобы отрезать себе конечности. Хаджин называет его идиотом и говорит, что бегство от проблемы ничего не решит. Он спрашивает Джуга, зачем тот вообще приехал в Намбу. Сначала Юга говорит, что пришел сюда в поисках ученого, но потом понимает, что обманывал себя. В отчаянии он кричит, спрашивая Хаджина, что ему делать. Хаджин говорит, что поскольку они выиграли турнир, Юга может попросить все, что захочет в качестве награды, но ему нужно быстро принять решение. Внезапно Юга вспоминает, чего хотели его друзья, их желания и то, что им нравилось. Он наконец понимает, что раньше не был по-настоящему счастлив, а просто пользовался их счастьем. Затем он говорит Хаджину, чего хочет получить шанс. Хаджин соглашается, говоря, что Юга простят за его действия во время турнира, и он сможет вернуться в камеру 13. За 3 дня отстранения Хаджина в камере 13 были потрясены, узнав, что он больше не их начальник. Вместо него заступил беловолосый охранник Кеншира. Даже другие охранники были удивлены переменами, так как начальник тюрьмы был непреклонен в том, что в корпусе 13 должен быть порядок, и все охранники должны вносить свой вклад. Кеншира больше всех был расстроен ситуацией, но не мог ослушаться приказов начальника тюрьмы. Он неохотно приступил к своим новым обязанностям и уже проводил 25-й осмотр камеры 13. Он сообщил заключенным о прогрессе Юга, объяснив, что Юга проходит лечение в специальном учреждении и пока не может никого принимать. Заключенные были удивлены, увидев, что ребята из лазарета такие же, как те, кого они победили на турнире. Однако они были озадачены, увидев, что ребята из лазарета ведут себя так, будто они серьезно ранены, несмотря на их незначительные травмы. Заключенные с любопытством спросили врача о состоянии ребят из лазарета. Врач сказал им подождать своей очереди и упомянул, что у Нико могут быть последствия турнира. Он объяснил, что способность Нико подражать другим могла вызвать какую-то инфекцию. В этот момент вошла медсестра-робот по имени Кавия, и Луна и Рок сразу же влюбились в нее.
Они постоянно приглашали ее на свидание, а Нико, как обычный извращенец, спросил, можно ли ему поспать у нее на коленях. Троица не проявляла никакого уважения к бедной медсестре-роботу, постоянно приставая к ней. На второй день отстранения Джима ситуация стала еще хуже. Надзирателем назначили жуткого рыжеволосого мужчину. При упоминании имени Джуба атмосфера становилась мрачной, и заключенные говорили о том, как его отсутствие повлияло на них. В попытке поднять настроение они решили нарисовать фальшивого Джуба на газете. Устав от их выходок, новый надзиратель решил рассказать им о расположении тюрьмы Нанба. Он показал карту Японии и фотографии тюремных помещений. Там даже был кинотеатр, но он был предназначен только для охранников, что разбило надежды Мика. Надзиратель объяснил, что заключенные были разделены по преступлениям, чертам характера и способностям и прикреплены к охранникам, которые лучше всего с ними справлялись. Тем временем Бона решил вздремнуть с фальшивым Джуга, что разозлило нового надзирателя, который пнул его. Затем надзиратель распределил баллы. Рок и Нико получили по 9 и 10 баллов, а Муно только 2. Разозлившись, Уна вступил в перепалку с надзирателем. В этот момент пришел помощник, чтобы проверить их, заинтересовавшись шумом, но заключенные ему нагрубили. В это время Хаджун, несмотря на отстранение, все еще работал с документами, к большому беспокойству своей сестры. Она переживала, что он переутомляется даже во время отстранения. На третий, последний день отстранения Хадзими и его надзирателя, похожего на обезьяну, поставили на дежурство. Он расспросил помощника о поведении заключенного и остался доволен ответом. Но когда он зашел в камеру номер 13, то увидел, что заключенные спят. В ярости он накричал на них за лень. Испугавшись, что их заставят участвовать в интенсивной тренировке Ямато, заключенные быстро вскочили с кровати и притворились, что ничего не произошло. Но Ямато быстро их нашел и попытался уговорить присоединиться к тренировке. Заключенные боялись этого, опасаясь за свою жизнь. Сукума, однако, с радостью присоединился и стал рассказывать о важности тренировок для ниндзя, к большому удовольствию Ямато. Заключенные, отчаянно пытаясь избежать тренировки, начали придумывать отговорки, даже притворились, что Юга подхватил какую-то длинную и непонятную болезнь. Они собрались вокруг Юга, делая вид, что он уже умер, и выражая свои соболезнования. Надзиратель-обезьяна заподозрил неладное. Когда Рок попытался придумать еще одну отговорку, надзиратель приказал Ямато увести его. Надзиратель вспомнил выступление дзюдоиста на турнире и решил, что пора всем расходиться, но Уна демонстративно спрятался за Нико. Надзиратель колебался, не желая расстраивать Нико и провоцировать еще одну вспышку гнева, как во время турнира, из-за которой ему пришлось бы извиняться перед официальными лицами. Рок, почувствовав напряжение, сказал, что Нико принял лекарство в тот день и заверил надзирателя, что Нико будет вести себя нормально. Но Рок все равно хотел, чтобы Уна и Нико разделили его судьбу, когда Ямато уводил его. Затем Ямато заставил оставшихся заключенных пройти интенсивную тренировку, пока они не выбились из сил. Так прошли 3 дня отстранения Хадзими, и мы вернулись в настоящее. Наконец-то Джуга освободили из заточения, и он смог увидеть чистое голубое небо. Хаджиме привел его обратно в здание 13, и по пути Джуга спросил, почему рыжеволосый заключенный рассказал ему все это. Хаджиме признался, что не знает, но у него есть предположение. Рыжеволосый парень хотел, чтобы Джуга отомстил ученому. Поскольку у Джуга забрали его огненные способности, он больше не мог отомстить и хотел, чтобы это сделал Джуга. Хаджиме добавил, что ученый, скорее всего, надел на Джуга кандалы, чтобы испытать их на нем, как на подопытной крысе. Когда Джуга наконец вернулся в свою камеру, все были рады его видеть, кроме Уна, который расстроился, что Джуга ушел. Но вскоре он снова смягчился. Заключенные быстро рассказали Джуга обо всем, что произошло за последние 3 дня, и Джуга почувствовал угрызение совести. Он извинился перед ними за то, что потерял контроль и скрывал правду во время турнира. Он сказал, что очень сожалеет о том, что причинил им боль. Однажды ночью Року снится тревожный сон о его прошлом, но несмотря на это он успокаивает Джуга, говоря, что с ним все в порядке. Он говорит, что особенно рад, потому что сегодня он наконец получит свой приз – желанную каменную печь в награду за победу в недавнем турнире. Тем временем в другой части тюрьмы плавучий парень и Лян тренируются в своей камере и обсуждают последние события. Их разговор прерывается, когда появляется их надзиратель Инари и уводит их из здания номер 5 в здание номер 13. Инари объясняет, что Рок хотел их видеть. Когда они приходят в новое здание, Рок приветствует их и угощает первой порцией свежеиспеченной пиццы из своей новой каменной печи. Он с удовольствием делится пиццей со всеми. Лян сначала колеблется, но подбадриваемый заключенными из самоуправления 13 Инари в конце концов сдается и берет кусочек.
К своему удивлению, Лян находит пиццу невероятно вкусной и наслаждается ею больше, чем ожидал. Рок пользуется случаем, чтобы рассказать о преимуществах приготовления в каменной печи, а остальные, включая Ямато и Джуга, выражают свою благодарность за фантастическую еду. Пицца, приготовленная в каменной печи, кажется, приносит тепло и удовлетворение всем, кто ее пробует. Но Рок не останавливается на этом и угощает Ляна традиционной китайской едой, вызывая у него внезапную волну ностальгии по родине. Вкус напоминает ему о доме, и он понимает, что никогда раньше по-настоящему не ценил свою еду и вообще ничего, вплоть до этого момента. Тронутый проявленной к нему добротой, Лян наконец признается, как много это для него значит, и даже извиняется перед Роком за то, что был таким отстраненным и холодным в прошлом. Рок любезно принимает извинения и подчеркивает, как важно ценить еду, которую мы едим, урок, который находит отклик у всех присутствующих. Лян еще раз благодарит Рока и возвращается в свое здание, чувствуя себя ближе к своим сокамерникам. После того, как Лян уходит, Рок задумывается о том, как изменился Рок-Сити за последнее время. Он отмечает, что изменения в городе едва заметны, но определенно к лучшему. Эти мысли заставляют Рока вспомнить о своем жестоком прошлом, особенно о том, как его избивали охранники в тюрьме. Он вспоминает, как однажды Лян вытащил его из этого ужасного места и накормил ужином. Это был ужин, который Рок съел с удовольствием, чего он давно не делал, и это принесло ему огромное счастье. Лян же не помнит, чтобы он сделал что-то особенное для Рока, но Рок просто отмахивается от этого с улыбкой, уверяя, что он сделал для него гораздо больше, чем думает. Затем Рок добавляет, что однажды они найдут любимое блюдо Рока, намекая на светлое будущее. Он лжет, что чувствует себя одиноким, грустным и изолированным, и его несчастного вида достаточно, чтобы обеспокоить даже робота-медсестру, которая за ним ухаживает. Чувствуя уныние Нико, Луна предлагает принести ему остатки еды, и он вместе с Хьюго и Роком направляется в лазарет навестить Нико. Когда они приходят, их сопровождают тюремный ученый Ака и врач, которые предупреждают их, чтобы они не слишком волновали Нико. Настроение Нико продолжает портиться, и Умо и Рок шутливо обвиняют в этом его жену Казари. Их подозрения оказываются верными, когда Казари эффектно пробивает стену больницы, входит в палату и сразу же начинает ссориться с Нико на глазах у робота-медсестры. Несмотря на их перепалку, роботу-медсестре удается уговорить супругов успокоиться. Казари сообщает Нико, что его игровая приставка готова, и это вызывает у него интерес. Но вместо простой игровой приставки Казари показывает ему целую игровую комнату, к большому удовольствию и восторгу Нико. Он горячо благодарит ее, но она отмахивается, будто это пустяк. Затем Эри спрашивает у помощницы, почему здесь все остальные заключенные, ведь игровая комната предназначалась только для Нико. Помощница объясняет, что остальные тоже были очень взволнованы и хотели посмотреть на приз, поэтому не смогли удержаться. Нико, полный энтузиазма, начинает играть в разные игры. В какой-то момент он просит Хаджима и помощницу позвать летающего парня, чтобы и он тоже смог поиграть. Вскоре появляется летающий парень, явно недовольный, но вскоре его настроение улучшается. Тем временем Хаджим и парень-обезьяна начинают соревноваться, хвастаясь своими заключенными и споря, чьи заключенные лучше. А заключенные из камеры 13 и камеры 8 продолжают играть в разные игры. В другом конце комнаты охранник-комментатор пытается уговорить Джуга присоединиться к веселью. Нико в конце концов подзывает Джуга к игре с краном, где Уна показывает, как играть, и выигрывает куклу Джуга, отдавая ее ему. Джуга, немного смущенный, принимает подарок. Летающего парня тоже уговаривают поиграть, и хотя он сначала проигрывает и расстраивается, но потом выигрывает куклу, похожую на него, и настроение у него улучшается. Ближе к концу дня Казара отдает Нико игровую приставку, которую тот давно хотел, но, к удивлению, Нико отказывается. Он объясняет, что ему больше нравится играть в большой игровой комнате, где он может веселиться со своими друзьями. Пока они разговаривают, Нико рассказывает, как знакомство с японской культурой, особенно с манго и видеоиграми, изменило его взгляды на жизнь. Это откровение удивляет Джуга, ведь он не помнит, чтобы делал что-то особенное, но Нико уверяет его, что это имело огромное значение. Джуга, в свою очередь, проявляет интерес к видеоиграм и просит Нико научить его играть. Тем временем, за пределами игровой комнаты, Уна замечает рыжеволосого парня, который куда-то идет вместе с Кенши. Он быстро останавливает его, но вмешивается Джуга, уверяя, что рыжеволосый парень больше не представляет угрозы, так как потерял свои огненные способности. Несмотря на заверение Джуга, Луна остается настороженным и настаивает, чтобы рыжеволосый парень извинился за свои прошлые поступки. Когда рыжеволосый парень извиняется,
извиняется, Луна сразу прощает его и приглашает присоединиться к остальным в игровой комнате. Кенши соглашается позволить рыжеволосому парню приходить в игровую комнату при условии, что он расскажет больше о своем прошлом, оставляя дверь открытой для дальнейших откровений. Рыжеволосый парень соглашается рассказать Кенши о своем прошлом в обмен на разрешение проводить время с остальными в игровой комнате. Он начинает свой рассказ с того, что с самого рождения он отличался от других людей. У него была необычно высокая температура тела, гораздо выше, чем у обычных людей. Сначала родители говорили ему, что это что-то особенное, что его жар исходит от солнца и является даром. Они уверяли его, что он особенный, и эта способность делает его таким. Но с возрастом жар внутри него становился невыносимым. Он не мог его контролировать, и в конце концов ему казалось, что его тело горит изнутри. Несмотря на то, что он проходил бесчисленные медицинские обследования, все они показывали, что он здоров, но его состояние только ухудшалось. Врачи не могли дать ему ответ, и он начал беспокоиться. Со временем у него появились хронические кошмары. Ему становилось все труднее жить. Однажды его тело охватило пламя, и он получил сильные ожоги. Врачи назвали это спонтанным возгоранием человека, но никто не мог объяснить, почему это происходит и как это остановить. Но его родители не сдавались. Их поддержка была единственным, что помогало ему в те трудные времена. Когда он вырос, он смог поступить в колледж, но там ситуация не улучшилась. Его начал преследовать один студент, который распускал о нем злые слухи. По слухам, он был поджигателем, и другие студенты его боялись. Его избегали, и многие стали презирать его из-за этой лжи. Он был подавлен и одинок, поэтому бросил колледж и вернулся домой к родителям в надежде найти утешение. Но когда он приехал, его мир рухнул окончательно, его дом был охвачен пламенем. К его ужасу там был тот самый человек, который распускал о нем слухи в колледже, и он обвинял его в поджоге, уничтожившем дом его семьи. Вскоре приехала полиция, и несмотря на его невиновность, они поверили этому человеку и арестовали его. Испугавшись, рыжеволосый парень оказал сопротивление при аресте, и снова его тело охватило пламя. Он загорелся на глазах у толпы, люди в страхе отпрянули, называя его монстром. В этот момент он потерял всякую надежду и желание сопротивляться, позволив себя арестовать без всякого сопротивления. Поначалу в тюрьме ему было даже легче, как будто он оказался в убежище от внешнего мира. Он больше никому не угрожал, по крайней мере так он думал. Но однажды к нему подошел таинственный мужчина со шрамом. Он пообещал вылечить его и избавить от неконтролируемого пламени. Отчаявшись, рыжеволосый парень согласился на предложение незнакомца. Но вместо того, чтобы вылечить его, мужчина только усугубил ситуацию. Он усилил способность рыжеволосого парня контролировать огонь, позволяя ему вызывать пламя и управлять им по своему желанию без каких-либо физических повреждений. Это разозлило парня, ведь он хотел только, чтобы пламя исчезло, а не чтобы он мог управлять им. Он просто хотел нормальной жизни без огня. Когда рыжеволосый парень выразил свой гнев, его жалобы были встречены насмешками эльфа, еще одного участника этого заговора. Эльф признался, что он выдавал себя за студента колледжа и подставил рыжеволосого парня. Все это было частью плана использовать его для своих извращенных экспериментов. В ярости рыжеволосый парень набросился на эльфа и попытался убить мужчину со шрамом своим пламенем. Но мужчина со шрамом оказался гораздо сильнее, чем он думал. Он легко прорезал пламя своими клинками и в последовавшей за этим схватке выколол одному из рыжеволосых парней глаз, оставив на его лице шрам. Когда рыжеволосый парень закончил свой рассказ, он засомневался, что Кенши ему поверит. В конце концов, у него не было доказательств. Несмотря на сомнения, он испытал облегчение, что больше не может управлять огнем, потому что эта часть его жизни осталась позади. К его удивлению, Кенши поверил ему. Кенши объяснил, что до того, как стать охранником, он работал полицейским и расследовал дела, связанные с экспериментами над заключенными. Он уволился из полиции, когда никто не поверил его словам, и стал охранником, чтобы продолжать бороться за справедливость изнутри. Кенши пообещал рыжеволосому парню, что поможет разоблачить людей, которые издевались над ним, и добьется, чтобы они понесли наказание. Они пожали друг другу руки, неожиданно объединившись в желании раскрыть правду. Тем временем в другой части тюрьмы Луна и Красавчик ссорились. Луна пригласил заключенных из третьего корпуса посмотреть на его новую игровую комнату, но Красавчик был недоволен. Несмотря на ссору, друг Луна потащил его в пустую комнату. Там Уна объяснил, что хочет, чтобы игровая комната была совместным проектом заключенных, а не его личным. Хадзими, Ямато и помощник пришли с мебелью, которую купили на деньги, заработанные Уна.
Вскоре после этого в комнату заходит парень-обезьяна с заключенными из 8-й камеры, неся старый стол для игры в маджонг. Как только они рассаживаются, появляется охранник-комментатор, расталкивая всех своей огромной коллекцией игр, в которую входят дартс, бильярдные столы и многое другое. Заключенные в восторге, а Хаджими, как обычно, раздражен этим хаосом. Парни из отряда охотников впечатляют остальных, демонстрируя свое мастерство в дартсе и бильярде. Вскоре после этого приходит Кенши, приведя с собой рыжеволосого парня, чтобы тот тоже мог повеселиться. Позже Хаджими приказывает всем вернуться в камеры, но его приказ встречают громкими протестами и сопротивлением со стороны заключенных, которые наслаждаются своим временем в игровом зале. Той ночью Джуга и Уна сидят вместе, вспоминая события дня. Джуга, чувствуя вину, задается вопросом, заслуживает ли он такого веселья, учитывая его прошлую жизнь и пребывание в тюрьме. Лео в своей обычной бестактной манере указывает на причины, по которым Джуга, возможно, не заслуживает этого, но быстро добавляет, что несмотря на свое прошлое, Джуга все равно хороший человек. Он призывает его больше общаться и научиться наслаждаться жизнью даже в тюрьме. Ободренный, Джуга выбирается из камеры и выходит на улицу, где смотрит на ночное небо в редкий момент радости и свободы. Но его момент спокойствия быстро прерывается неожиданным появлением эльфа, который ставит зловещую точку в событиях дня. Эльф насмехается над Джуга, говоря, что тот должен его рассмешить. Смущенный и напуганный появлением эльфа, Джуба не узнает его. Когда Джуга поворачивается, эльф с довольным видом телепортируется на ближайший резервуар с водой. Он намекает, что они раньше играли вместе, и Юга пытается вспомнить. Эльф снова телепортируется и, кажется, хочет ударить Юга, но это всего лишь иллюзия. Эльф продолжает телепортироваться и спрашивает, помнит ли Юга человека, который рисковал всем, чтобы его защитить. Юга в отчаянии требует, чтобы эльф перестал говорить загадками и объяснил. Вместо этого эльф продолжает насмехаться над ним, называя Юга образцом 15-й серии и настаивая, что он использовал оружие, которое ему дали, чтобы собрать больше данных. Юга проклинает эльфа, отказываясь причинять вред другим с помощью клинков, которые ему навязали. Эльф, разозлившись, прижимает Юга к полу и вонзает нож ему в руку, приказывая прекратить оскорблять его хозяина. Пока эльф разглагольствует о том, что ему следовало убить Юга раньше, у Юга всплывает воспоминание о человеке, который пожертвовал своей жизнью, чтобы помочь ему сбежать. Эльф в ярости угрожает убить всех вокруг Юга, хотя его задача забрать только мозг Юга. Он насмешливо проводит линию по лицу Юга, угрожая забрать его. В отчаянии Юга высвобождает руку с мечом, но сдерживает свою силу, вырывается и разбивает оружие эльфа. И снова оказывается, что это еще одна иллюзия. Довольный собранными данными, эльф собирается уходить, призывая Юга чаще использовать свои клинки. Когда Юга спрашивает о ком-то по имени Май, эльф отрицает, что знает Мусаси, но предупреждает, что вернется, и угрожает использовать друзей Юга в качестве лабораторных крыс. Он спрыгивает вниз, обещая вернуться. Потрясенный, Юга боится за безопасность своего друга. На следующий день Рок замечает что-то неладное, но Юга настаивает, что с ним все в порядке. Той ночью, решив защитить их, Юга сбегает из Намбы навсегда. Однако Онико и Рок просыпаются и хотят присоединиться к нему. Когда раздается сигнал тревоги и тюрьма закрывается на карантин, Джуга подходит к последней двери и видит, что его ждет Хаджин. Джуга хочет защитить своих друзей, поэтому запирает их внутри и готовится сразиться с Хаджином 1 на 1. Джуга и Хаджин вступают в ожесточенную схватку, выкладываясь на полную. Но прежде чем ситуация обостряется, появляется Сёгоо и открывает ворота, позволяя Уна и Року вмешаться. Они останавливают драку и напоминают Джуга о его обещаниях. Понимая, что он должен быть с друзьями, Джуга клянется защищать их и больше никогда не убегать. Тем временем за океаном находится сверхсекретная неприступная тюрьма,